Сегодня авиаперелет – это достаточно будничная история. Не на автобусе доехать, конечно, но тоже вещь прозаическая. Но так было не всегда. На заре авиации возможность летать восхищала, причем не только пассажиров, но и сами авиакомпании. Они чувствовали себя носителями великой мечты, авангардом технического прогресса, да реально они и были этим авангардом. В истории американской гражданской авиации нет авиакомпании более влиятельной и более узнаваемой, чем Pan American World Airways, или сокращенно PANAM. Это была не первая и не самая популярная внутри страны авиакомпания. Но она всегда была символом процветающей Америки 20 века. Достаточно сказать, что у Кубрика в «Космической Одиссее» Панам возит пассажиров на другие планеты. Сегодня мы поговорим о бренде Pan American и выясним, почему же этого бренда больше с нами нет. Итак, авиакомпания Pan American Airways была основана в начале 1927 года американскими военными летчиками по довольно специфической причине. Американцам не понравилось, что в Центральной Америке растет влияние немецкого авиаперевозчика. Изначально Pan Am должна была возить почту по маршруту Ки-Уэст, Флорида, Гавана. Примерно в это же время молодой бизнесмен из старой американской семьи по имени Хуан Терри Трип загорелся идеей создать авиакомпанию, способную предоставить богатым пассажирам лучший сервис. Один он такое не потянул бы, но у него, к счастью, были однокурсники по Ельскому университету с такими фамилиями, как Вандербильт, Рокфеллер и Гарриман. Эти трое замечательных людей инвестировали в идею Трипа $250 тысяч, и летом 1927 года он основал Aviation Corporation of America. Вскоре первый самолет с почтой совершил первый рейс из Флориды в Гавану. Но это был еще не успех. Успех случился, когда в 1928 был принят новый закон об иностранной почте, по которой право работать в Латинской Америке получили только те авиакомпании, которых пригласили местные правительства. То есть не немцы всякие. Вот здесь в первый раз и проявились незаурядные дипломатические способности Хуана Трипа. Он отправился в тур по континенту, везде общался с ответственными чиновниками, не забывая раздавать подарки и обещания. Этим дело не ограничилось. Трип догадался пригласить на должность технического консультанта известного летчика Чарльза Линдберга и брать его с собой на переговоры. Линдберг только что совершил первый одиночный перелет через Атлантику, стал сенсацией, и пресса его просто обожала. В том же году произошло слияние. От Pan American новой формации досталось название, военные летчики и особое отношение с государством, фактически подарившим ей огромное количество востребованных маршрутов в Латинской Америке – Куба, Пуэрто-Рико, Багамы, Мексика и Чили. Остальное, включая менеджмент, предоставил Трип. В 1929 году авиакомпания совершила свой первый пассажирский рейс из Майами в Сан-Хуан через Белиз и Манагуа. Путешествие протяженностью 3200 километров длилось 56 часов, включая 2 ночные остановки. На 30-е годы пришлось бурное развитие Pan Am. Она стала первой во многих областях. Использование гидросамолетов, перелет через Тихий океан, организацию регулярных коммерческих рейсов через Северную Атлантику. Кстати, летающие лодки для Pan Am создавал известный русский авиаконструктор Игорь Сикорский. Он спроектировал 2 самолета – С-40 и С-42. Первые 4-моторные гидросамолеты в истории. Первый С-40 получил название American Clipper в честь скоростных парусников XIX века. Образовалась традиция. С тех пор каждый самолет Pan Am назывался каким-нибудь клипером. В октябре 1936 года Pan Am открыла первые пассажирские рейсы через Тихий океан. Позволить их себе могли только очень богатые люди. Билет из Сан-Франциско в Манилу и обратно стоил от $1400. Огромные деньги по тем временам. Гидросамолетный флот Pan American к тому моменту был настолько известен, что даже увековечен Голливудом. В 1936 году вышел фильм «Чайна Клиппер» с Хэмфри Богартом в главной роли. В 1939-м появились рейсы из Сан-Франциско в Гонконг за 6 суток с промежуточными посадками. Маршрут обслуживали специально разработанные «Боинги», новые дальнемагистральные гидросамолеты. Первый из них назвали «Гонолулу Клиппер». В 1943-м именно на таком «Боинге Pan American» Франклин Рузвельт слетал в Касабланку на легендарную конференцию с участием Черчилля и де Голля. На обратном пути Рузвельт отметил на борту свой 61-й день рождения, пообедав, как писали газеты, икрой, оливками, сельдереем, солеными огурцами, индейкой, зеленым горошком, тортом и шампанским.
Друзья, я знаю, что вы очень не рады, когда я рекламирую свои продукты, и поэтому я буду очень быстро говорить, чтобы на 2 минуты не затянулся. У нас вышел второй номер журнала «Чтиво», на обложке Баста, номер про любовь. Я с Бастой сделал длинное проникновенное интервью, и вообще в номере очень много крутых материалов. Он же в продаже, ищите его на полках московских магазинов или на Озоне, а мы дальше в выпуск. После войны ситуация изменилась. Фактическую монополию на международные перевозки у Панам отобрали. Надо было приспосабливаться к новой реальности. Можно было увеличить количество дальних маршрутов, но перелеты такие оставались дорогими и были мало кому доступны. И тогда Трип придумал разделить самолет на классы, как это уже давно делалось на круизных судах. В итоге Панам стали первой международной авиакомпанией, представившей в 1948 году экономический класс. Места там были теснее, сервис похуже, но и билет стоил в 1,5 раза дешевле за счет того, что в самолет помещалось больше пассажиров. Условия для богатых клиентов по-прежнему оставались роскошными. Например, можно было оформить себе не только полноценную постель, но и завтрак в постель, который приносила стюардесса. Панам продолжала процветать. В 60-м руководство компании решило построить в нью-йоркском аэропорту JFK собственный терминал, а на Манхэттене собственный небоскреб под штаб-квартиру. Терминал назвали World Port. Он поражал воображение и был в духе времени выполнен в футуристическом виде летающей тарелки. Но небоскреб был еще величественнее. В нем 58 этажей, и он, кстати, до сих пор входит в топ-100 самых высоких зданий Соединенных Штатов Америки. В основе там был нереализованный проект Ле Корбюзье для Алжира, а на фасаде исполинские буквы «Панам». С этими буквами потом была отдельная история. В 1981 году здание продали за $400 миллионов. Новый владелец посчитал, сколько будет стоить демонтаж логотипа, и в итоге еще 10 лет жил с чужим именем на фасаде, потому что оказалось, что демонтаж букв обойдется $3 миллионов. Остается только предположить, сколько в таком случае стоила их установка. Но в этом вся Панам. Надо было не только занять первое место, надо было еще сделать так, чтобы все это видели. А первое место Панам действительно занимала, в основном благодаря чутью на новые идеи и прорывные технологии. Это, например, первая авиакомпания в истории, которая оценила преимущество дальнемагистральных самолетов, способных без посадки пролетать тысячи километров. Панам продолжила удачное сотрудничество с Боингом и уже в 1949 году стала первым заказчиком самолета Boeing 377 Stratocruiser, на тот момент самого большого, самого быстрого и самого комфортабельного авиалайнера в мире. В 50-х в пассажирской авиации наступила эра реактивных самолетов, и уже в 1958 году реактивный 4-двигательный Boeing 707 Clipper America стал первым американским реактивным самолетом, который совершил регулярный пассажирский рейс. В 1961-м Панам объявила о сотрудничестве с IBM. Предполагалось создание инновационной электронной системы бронирования. На тот момент что-то сопоставимое было только у Пентагона. Система была создана, она стала революционной, отличалась быстротой и универсальностью, и вскоре стала использоваться не только для бронирования, но и для других услуг: бухгалтерского учета, аналитики продаж, управления трафиком полетов и цифрового отслеживания рейсов. Именно Трип заказал Боингу легендарный 747-й, сразу 100 самолетов. На 747-х Панам начала ставить кругосветные рекорды, летать в Японию и Австралию. К концу 70-х компания летала на все континенты, кроме Антарктиды. Отдельной строкой шли полеты в Советский Союз. Трип начал первые переговоры о воздушном сообщении с Советским Союзом еще в 30-е годы, но тогда они сорвались по политическим причинам. Потом случилась мировая война, дальше началась холодная, и к теме вернулись только в конце 50-х. После многих лет сложных обсуждений на уровне руководства двух стран удалось, наконец, достичь результата. 15 июля 1968 года Boeing 707 авиакомпании Панам прилетел из Нью-Йорка в московский аэропорт Шереметьево. В тот же день Ил-62 авиакомпании «Аэрофлот» совершил зеркальный рейс по маршруту Москва-Нью-Йорк.
До 1979 года, когда полеты были прекращены из-за ввода советских войск в Афганистан, Pan American оставалась единственной американской авиакомпанией, у которой были прямые рейсы в Советский Союз. В этой истории есть два забавных факта. Во-первых, билеты Аэрофлота были дешевле. В советской стране требовалась иностранная валюта, и Аэрофлот серьезно демпинговал. Соответственно, самолеты Панам летали полупустые, а на советских рейсах всегда был биток. Во-вторых, американской компании было запрещено продавать билеты советским гражданам. Несмотря на это, у нее было официальное представительство в здании гостиницы «Метрополь». Оно имело право распространять рекламную продукцию. Красочные настенные календари Панам в народе очень ценились, и благодаря форцовщикам и летчикам расходились по 25 рублей штука. Зарплата советского инженера тогда была 110 рублей. Вообще, с маркетингом у Панам всегда было отлично. Логотип в виде синего глобуса, который компания использовала с 1950-х, один из самых узнаваемых символов в истории авиации. И, на мой взгляд, один из самых красивых логотипов. Реклама Панам была повсюду и воспевала роскошь и гламур авиапутешествий. В 1956-м Pan American наняла амбассадором Хемингуэя, который часто летал их рейсами на Кубу. Считается, что именно он подсказал рекламщикам Панам лаконичный слоган «World's Most Experienced Airline» – самая опытная авиакомпания в мире. С сувенирными сумками из первого класса самолетов фотографировались многочисленные знаменитости, от президента США до звезд Голливуда. Одно из знаковых событий в истории музыки тоже случилось не без участия Pan American. 7 февраля 1964 года рейсом 101 из Лондона в свое первое турне по штатам прилетели Beatles. Это, собственно, и было начало так называемого британского вторжения в Америку. Примечательно то, что Pan American не ограничилась ролью простого авиаперевозчика, а осуществляла эксклюзивное сопровождение музыкантов из Хитроу до первой пресс-конференции в аэропорту JFK. Мир облетели многочисленные фото битлов на фоне логотипа Панам. Придумать рекламу лучше на тот момент было просто невозможно. Панам была не первой авиакомпанией, которая занялась продакт-плейсментом в кино, но стала одной из самых активных в этом плане. Кроме уже упомянутой «Космической Одиссеи», ее логотип появляется в фильмах про Джеймса Бонда, Индиану Джонс, в «Бегущем по лезвию бритвы», в «Лице со шрамом» и даже в «Вилли Вонке и шоколадной фабрике». К 70-м годам 20 века это была главная авиакомпания Америки, самая известная, самая технологичная, самая респектабельная. Панам строила реальные планы захвата мирового рынка авиаперевозок. И тут возникает резонный вопрос, а что пошло не так? Почему Панам обанкротились? Тут есть сразу несколько причин. Первое и главное – нефтяной кризис 1973 года. Кризис кратно взвинтил цены на топливо и больнее всего ударил по Pan American, которая использовала большие дальнемагистральные Боинги 747, пившие керосин как воду. Вторая причина – в очередной раз поменяло законодательство, и Pan American лишилась государственной поддержки. Денег стало меньше, их пришлось считать, и оказалось, что у компании огромное количество ненужных и убыточных активов, региональных авиакомпаний, недвижимости, устаревающих самолетов, нерентабельных направлений и куча представительств в разных странах. Убытки к концу 70-х годов превысили $1 миллиард. В 1981-м Хуан Трип, успешно руководивший Pan American 4 десятилетия, скончался. И, наконец, громадный репутационный ущерб авиакомпании нанес теракт. Люди Муаммара Каддафи взорвали Боинг 747 над небольшим шотландским городком Локерби. И тогда погибло 270 человек. Последним гвоздем в крышку гроба Pan American стало вторжение Ирака в Кувейт в 90-м году, и, собственно, война в Персидском заливе. Мало того, что цены на топливо опять подскочили, еще и резко упал мировой спрос на авиаперевозки. Прибыльные маршруты, включая ключевые для Pan American, трансатлантические, резко стали убыточными. В 1991 году компания подала на банкротство. А 4 декабря того же года с острова Барбадос в Майами прилетел последний рейс Pan American. Это было символично, если учесть, что именно в этом регионе компания начинала 64 года назад. В аэропорту самолет встретили традиционным водяным салютом из пожарных машин, а попрощаться с ним пришли сотни сотрудников Pan American. Многие вполне искренне плакали.
Так закончилась история с самой блестящей авиакомпанией Америки, а вместе с ней и романтическая эпоха пассажирской авиации.